центре Нью-Йорка, среди блеска серебряных приборов и приглушенного света хрустальных люстр, ресторан Арлингтон-Холл жил своим спокойным, элегантным ритмом. Музыка рояля плавно заполняла пространство, превращая вечер в почти театральную сцену. Но эта идиллия нарушалась напряжением, исходящим от углового столика, где сидел Ричард Мэллори, 43-летний миллиардер, владелец холдинга, раскинувшегося от Лондона до Токио. Высокий, безупречно одетый, с холодным взглядом человека, привыкшего к абсолютному контролю, он перелистывал меню так, будто любое несовершенство мира раздражало его лично. Когда к нему подошла молодая официантка, хрупкая девушка по имени Лия Хендерсон, недавно переехавшая в Нью-Йорк, Ричард вскинул глаза. В его лице что-то дрогнуло, но тут же сменилось гневом. Он резко оттолкнул тарелку, заставив замолчать весь ресторан. Люди оборачивались, даже музыка будто стала тише. Лия, держащая поднос дрожащими руками, стояла перед человеком, чей гнев был известен далеко за пределами страны. Лия работала без отдыха, пытаясь оплатить учебу брата и лечение бабушки. Она давно научилась терпению, но в этот вечер внутри нее неожиданно проснулась тихая, упрямая сила. Ричард обрушивал на нее слова о некомпетентности, о высоких стандартах, словно имел право разрушать чужое достоинство. И тогда Лия, не повышая голоса, произнесла фразу, которая изменила все. Она напомнила ему, что доброта иногда важнее идеального результата. Эти слова на миг остановили его. В глазах Ричарда мелькнуло то, что никто не ожидал увидеть — смятение. Словно человек, привыкший требовать, впервые услышал правду, сказанную не в страхе, а в честности. Этот момент стал для него трещиной в броне, которую он создавал годами. Через несколько дней Ричард вернулся в ресторан. И снова. Он уверял себя, что просто любит местную кухню, но всякий раз его взгляд искал Лию. Он начал замечать, как она успокаивает клиентов, как мягко улыбается пожилым посетителям, как помогает коллегам, маленькие поступки, которым он никогда не придавал значения. Лия оставалась осторожной. Она знала, что могущественные люди меняются редко. Но в Ричарде происходило что-то странное. Впервые за много лет он слушал, по-настоящему. Со временем их разговоры становились глубже, не о бизнесе, а о людях, о мечтах, о том, что делает жизнь настоящей. Постепенно Ричард начал менять свое поведение, отказываясь от резкости, начиная замечать тех, кто всегда был для него невидимым. Перелом произошел на благотворительном ужине, который Лия помогала организовать. Когда произошла ошибка в подаче блюд, все ожидали вспышки его прежнего гнева. Но Ричард сделал противоположное, взял ответственность на себя, защитив сотрудников. Гости ресторана стали свидетелями того, как человек, прославившийся холодностью, проявил настоящее смирение. Лия смотрела на него и впервые позволила себе поверить, что перемены реальны. С этого вечера их связь стала крепче. Ричард приглашал Лию участвовать в благотворительных проектах, и она видела, как миллиардер постепенно превращается в человека, способного на сострадание. Он учился не бояться уязвимости, а она — доверять миру, где доброта часто считалась слабостью. Однажды утром Ричард позвал Лию в тот самый ресторан, где все началось. Он пришел без охраны, без роскоши, просто человек среди людей. На столе лежала маленькая серебряная фигурка, символ его нового благотворительного фонда. Он признал, что именно она напомнила ему, что власть и успех ничего не стоят без человеческого сердца. Лия поняла, что ее спокойная, несломленная доброта изменила не только его, но и собственную жизнь. В этот момент между ними возникло нечто большее, чем симпатия, взаимное уважение и понимание.